Остров Борнео или Калимантан – загадочный и далекий, разделенный сразу между тремя государствами, покрытый древними джунглями и населенный огромным количеством уникальных животных и растений, многие из которых в дикой природе можно увидеть только здесь. А еще Борнео – это ворота к острову Сипадан, одному из топовых мест для дайвинга в мире, который прославил еще Жак-Ив Кусто в начале 80-х годов прошлого века в своем фильме «Призрак морской черепахи». Звучит настолько эпично, что кажется, что увидеть все это самостоятельно при достаточно ограниченном бюджете просто нереально. Всем привет, меня зовут Елена, вы на канале «За мечтой. Дайвинг и путешествия». И мы отправляемся на легендарный остров, чтобы самим проверить, насколько он легендарный, остались ли еще в 2024 году уголки нетронутой дикой природы, увидеть орангутанов, обезьян-носачей и, естественно, понырять. В этом видео будет своеобразный гайд по самостоятельному путешествию по Борнео. Покажу, где мы побывали, что делали, как перемещались, и поподробнее остановлюсь на тех местах, которые, возможно, не дотягивают для отдельного видео. Но о джунглях, дикой природе и дайвинге, естественно, надо рассказать больше. Об этом у меня будут подробные видео, поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить продолжение. Так как при поездке на Борнео нас интересовал дайвинг, мы решили ехать в малайзийскую часть острова, штат Сабах, где можно понырять прямо в столице штата, городе Кота-Кинабалу, и на остров Сипадан тоже ездят отсюда. Летели мы в Кота-Кинабалу из Бангкока через Куала-Лумпур и очень удивились, что по приезду на остров тут ставят штамп в паспорт, хотя рейс местный, но зато получился своеобразный сувенир на память. Аэропорт находится почти в черте города, ехать до центра всего минут 15. Такси стоит недорого, лучше вызывать через приложение Grab. Мы остановились в отеле по типу Airbnb с самостоятельным заселением. Цена отеля была примерно 100 рингит, для перевода в рубли можно умножить на 20. В Малайзии очень любят дополнительные налоги. Кроме туристического налога 10 рингит за ночь в отелях, у нас пару раз взяли еще какие-то дополнительные налоги. В ресторанах, кстати, тоже видели и сервисный сбор, и налог на алкоголь, но самое неприятное, что берут их не везде и не всегда. Указаны они не всегда явно и могут удивить при оплате счета. Кота-Кинабалу – это относительно крупный провинциальный город, но при этом достаточно комфортный и даже, можно сказать, уютный. Достопримечательностей в самом городе не так много. Можно подняться на холм и побродить тут в поисках смотровой площадки с видом на город. Можно посмотреть главную городскую мечеть. Мечеть как мечеть. Мне гораздо больше понравился променад с беговой и велосипедной дорожкой рядом. Красиво, спокойно, но, к сожалению, как и везде здесь, в воде и на берегу очень много мусора. Для пляжного отдыха в Кота-Кинабалу надо отправиться на близлежащие острова. Прямо напротив города находится морской заповедник Тунгту-Абдул-Рахман, куда входят 5 разных островов. Там же расположены и основные места для дайвинга, про которые я расскажу отдельно. В Кота-Кинабалу на выходные приезжает много малайзийцев с материка, а также много китайцев. А эти товарищи очень любят покушать, поэтому к достопримечательностям города также относят отличный рынок морепродуктов и ночной рынок выходного дня. И вообще с едой в Кота-Кинабалу проблем нет. Кроме малайских кафешек, много мест с китайской и индийской халяльной едой. Ведь не забываем, что Малайзия – это мусульманская страна. Но несмотря на это, с алкоголем тут особых проблем нет. Можно в ресторане с видом на море выпить Гиннесса или просто купить в магазине. Большинство туристов в KK не задерживаются, а отправляются дальше искать приключений в джунглях Борнео. Следующая точка нашего путешествия – это город Сандакан, а точнее деревня Сипилок, где находятся реабилитационные центры орангутанов и солнечных медведей, а также заповедник с джунглями Rainforest Discovery. Сандакан находится на другом конце острова, и оптимально туда добираться на самолете. Если бронировать заранее, цена будет смешная – $15-20. Мы заранее не бронировали, поэтому в Сандакан поедем на автобусе. Билет на автобус можно забронировать онлайн или купить на автостанции, которая находится в 20 минутах на такси от центра города. Автобус идет до Сандакана 7 часов и стоит 45 рингит.
При выборе места лучше садиться слева, чтобы по дороге увидеть еще одну главную достопримечательность Борнео – гору Кинабалу, четвертую по высоте гору в Юго-Восточной Азии. Ее высота – что-то чуть более 4000 метров. На гору мы решили в этот раз не забираться и хотя бы поглазеть на нее по дороге. Первая часть пути и правда очень красивая – горы и бесконечные мощные джунгли. В день нашей поездки было облачно, но все равно дорога производит впечатление. Мне было совсем не скучно. Автобус, кстати, останавливался и подбирал туристов около горы, так что можно запланировать восхождение, а затем уже отправляться дальше, без возвращения в Кота-Кинабалу. Вторая часть дороги уже не такая интересная. Джунгли сменяются бесконечными плантациями масляничных пальм, что прекрасно демонстрирует современное состояние острова Борнео, где древние джунгли долгое время бесконтрольно вырубались, и вместе с ними сокращался ареал обитания многих редких животных и растений. В Малайзии, кстати, последнее время взялись за восстановление лесов, и судя по информации на стендах в заповедниках, площадь пальмовых плантаций впервые сокращается за последние 100 лет. Вот мы и приехали в Сипилок. Водитель заранее спрашивает, кому где выйти, но билет покупается все равно до самого Сандакана. Населенного пункта Сипилок как такового мы так и не увидели. Жили в 2 разных отелях, и в обоих кафе и магазинов в округе не было. Есть приходилось только в отеле. Для посещения Сипилока и его заповедников я бы отвела 2 дня. Один, чтобы посмотреть не торопясь орангутанов и солнечных медведей, и один на прогулку по парку Rainforest Discovery. Для экономии бюджета многие останавливаются в самом Сандакане, который находится в 40 минутах на машине, и где отели дешевле, и выбор их больше. Но тогда придется ехать на автобусе, который ходит чуть ли не всего 2 раза в день, такси или брать тур. Реабилитационный центр орангутанов в Сипилоке – это почти гарантированная возможность увидеть этих замечательных животных. 2 раза в день происходит кормление – 10 утра и 3 дня. Билет на целый день стоит 30 рингит. Я бы советовала идти на оба кормления, так как утром обычно очень много народу, в это время как раз привозят организованные туры, при этом еще и жарко. После обеда народу меньше, и увидеть орангутанов вне платформы для кормления шансов больше. Здесь есть еще так называемый нерсери, наблюдать за которой можно через стекло. Здесь тусуются орангутаны, которые еще не готовы к жизни в дикой природе. Реабилитационный центр солнечных медведей организован как зоопарк, только с очень большими вольерами. Солнечные или малайские медведи – это самые маленькие семейства медведей. Очень милые и плюшевые, но рычат по-взрослому, а еще периодически как будто гавкают. Билет к медведям стоит 50 рингит. Но больше всего в Сипилоке нам понравился заповедник Rainforest Discovery. Билет тоже покупается на целый день, стоит 30 рингит. И на самом деле это одно из самых ярких впечатлений о Борнео. Центральная часть оборудована как парк с хорошими дорожками. Есть несколько высоких башен для наблюдения за птицами, которые соединены мостами. С такого 2-го этажа открываются очень красивые виды на джунгли. А можно спуститься вниз и потеряться в многочисленных тропинках, выискивая местные деревья-гиганты и наслаждаясь звуками джунглей. На дорожках можно встретить разнообразную живность, от ящериц до целой стаи свинохвостых обезьян. В общем, очень круто. Обязательно будет отдельное видео про Сипилок. Мы бы с удовольствием задержались здесь еще на 1 день, но простудились и решили двигаться в Сандакан, в аптеку, и чтобы отлежаться пару дней в более дешевом отеле. Автобус из Сипилока в Сандакан едет от центра орангутанов 2 раза в день, утром в 10:30 и в 4 часа дня. На утренний автобус мы опоздали, поэтому пришлось ехать на такси за 50 рингит. Сандакан – это 2-й по величине город в штате Сабах, но при этом очень невзрачный. Смотреть тут особо нечего, гулять не очень приятно, так как белые туристы вызывают повышенное внимание.
Зато тут есть торговый центр с Макдональдсом, после Сипилока можно оттянуться. У города очень интересная история. Раньше он был столицей, назывался Элапура, что значит «прекрасный город». От прекрасного тут ничего не осталось, неудивительно, что переименовали. Во времена колонизации тут был настоящий Дикий Восток. Представьте себе взаимоотношения местного султаната, британских компаний, множество переселенцев из Китая, плюс дикие аборигены в джунглях. Такое кино я бы с удовольствием посмотрела. А во время Второй мировой войны тут развернулась настоящая трагедия, когда японцы, захватившие остров, погнали военнопленных из Сандакана в район горы Кинабалу перед наступлением союзников. Это событие известно как Сандаканский марш смерти. Из более чем 2000 военнопленных только 6 австралийцам удалось сбежать и выжить. Остальные либо умерли от болезни и голода, либо были застрелены охранниками. Из красивого тут можно съездить в буддийский храм, расположенный на горе. Сам храм очень ухоженный и красивый, и виды открываются замечательные. Из шокирующего можно посмотреть деревню на сваях Сим-Сим. Она достаточно большая, с одного края почти трущобы, утопающие в мусоре. Вот такая шокирующая Азия. Ближе к другому краю домики становятся приличнее, и тут даже расположены популярные рестораны морепродуктов. Дальше мы забронировали в отеле трехдневный тур на реку Кинабатанган, одну из самых протяженных рек Малайзии. Тур на 3 дня с включенной едой и речными круизами стоит 560 рингит, то есть порядка 10 тысяч рублей. Недешево, но добраться до реки самостоятельно очень сложно, регулярного транспорта нет, и если посчитать все расходы, то цены выходят очень приемлемые. Тур можно забронировать и из Сипилока, что даже лучше, так как он находится по дороге. Можно заранее заказать тур по интернету в одном из резортов на реке, тогда автобус подберет прямо в аэропорту Сандакана. Ехать туда из Сандакана часа 2, поэтому экскурсию на один день брать смысла вообще нет. Отель расположен прямо на реке в лесу. Домики очень простые, но есть все необходимое. Кормят тут 3 раза в день на шведском столе, и, кстати, еда очень даже неплохая. Самая главная фишка тут – это круизы по реке с возможностью увидеть самую разную живность, но тут все как повезет. Я думаю, мы оказались в золотой середине по впечатлениям. На Борнео есть так называемая большая пятерка – самые главные животные, которые привлекают всех любителей живой природы. Это орангутан, борнейский слон, обезьяны-носачи, гребнистый крокодил и птица-носорог. Так вот, орангутанов и слонов нам увидеть в дикой природе так и не удалось, а вот крокодилов, носачей и птиц-единорогов мы насмотрелись вдоволь. Плюс множество других птиц и макак, с которыми даже пришлось повоевать на территории отеля. В общем, отдельное видео, как обычно. Подписывайтесь. Ну и наконец пришло время выбираться из джунглей на дайвинг. Поэтому следующий пункт нашего назначения – городок Симфорна. Мы попросили в отеле заказать нам билеты на автобус и договориться, чтобы автобус остановился и подобрал нас на трассе, чтобы не возвращаться обратно в Сандакан. Автобус стоит 55 рингит, от места посадки мы ехали часа 3, а значит из Сандакана он едет больше 5 часов. Автобус забит под завязку, народ везет мешки с рисом, стулья и даже цыплят. Итак, Симфорна. Если финансы позволяют, никому не рекомендую останавливаться тут надолго. Город откровенно страшный, смотрите сами. Много очень приставучих нищих. Еда тоже невкусная, причем почти везде. Алкоголь в кафешках не продают, только в паре ресторанов и в супермаркете. Если жить в Симфорне, то только в пределах 2 улиц от набережной, что тоже не райский сад, но хоть что-то. Естественно, сюда все едут за дайвингом и снорклингом. Самое топовое место – это остров Сипадан, одно из лучших мест для дайвинга в мире согласно многим рейтингам. Но пару лет назад его посещение очень усложнили, значительно повысив цены. День дайвинга на Сипадане с 3 дайвами стоит больше 1000 рингит, умножаем и получаем больше 20 тысяч рублей. За эти деньги можно нырять 3 дня на локальных дайв-сайтах, при этом сильно уменьшили количество разрешений на посещение. Мы изначально не особо стремились на Сипадан, решив, что нам важнее количество дайвов. В основном желающие нырять на Сипадане останавливаются на островке Мабул, который расположен значительно ближе к парку и в целом приятнее, но и дороже.
Так как от локальных сайтов мы не ждали многого, мы и не были разочарованы. А точнее, мы были в полном восторге. За 3 дня мы увидели огромное количество черепах, красивейшие кораллы, много интересной мелочи, поглазели на красивые острова. Все 3 дня мы ныряли с одним дайв-центром, и каждый раз у нас был отдельный гид, так что не приходилось волноваться о коротких дайвах. Некоторые места были прямо вау, какие-то просто хорошие, но ни разу нам не было скучно. Для тех, кто не ныряет, турфирмы предлагают трипы на снорклинг на целый день. Можно поездить по разным островам. Самым интересным, мне кажется, будет остров Мотокинг, где просто какой-то черепаховый рай. А вот остров Мабул для снорклинга, мне кажется, будет скучноват. С дайвинга мы возвращались часа в 4, шли на ужин и зависали в отеле. Если бы еще еда была повкуснее, даже симпорну можно было бы пережить. Вот и подошел к концу наш отпуск, пора собираться в обратную дорогу. Обратно в Куалу мы вылетали из городка Тавау, ехать туда часа 1,5-2. Чтобы добраться туда, есть несколько вариантов. Можно поехать на обычной маршрутке за 20 рингит, который уходит по заполнению. Можно заказать групповой трансфер прямо до аэропорта за 35 рингит или заказать частный трансфер, что естественно намного дороже. Вот такой у нас получился маршрут, масса впечатлений и гигабайты видео. Спасибо за просмотр, ставьте лайк, пишите в комментариях, что интереснее посмотреть, про джунгли, дайвинг или азиатскую жесть. И, конечно, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео об острове Борнео.